Спустя 13 лет жизни в Японии я думала, что поездка в Корею меня не удивит, но как же я ошибалась. Сейчас я нахожусь в аэропорту Фукуоки, и через пару минут уже мое отправление в Корею, в Сеул. Из Фукуоки до Сеула лететь ближе, чем в Токио, примерно 1 час 20 минут. Поэтому у меня нет сейчас ощущения, что я еду куда-то за границу, как будто по Японии путешествовать собралась. Южная Корея, как туристическое направление, очень популярна среди японцев. Недалеко, недорого и многие говорят на японском языке. Ну что ж, я прилетела в аэропорт Инчон, и пока что все очень похоже на Японию, не считая, что туалеты без кнопочек были, которые я, по крайней мере, нашла. В этот раз я оставила моего мужа из-за дома, потому что он бы не выдержал эту поездку, вы позже поймете почему. А Сеул я буду исследовать вместе с Соме, моей японской подружкой из университета. Мне всегда было интересно, чем отличается жизнь в Южной Корее от привычной мне жизни в Японии, и даже за нашу короткую поездку многое бросилось мне в глаза. Честно скажу, первое впечатление было очень смешанное из-за непонятного мусора и людей, похожих на бездомных, вокруг станции Сеул. В Японии бездомных очень редко можно встретить, тем более у главной станции Токио. От центральной станции Сеул мы доехали в район Мёндан, где находится главная торговая улица города и наш отель. По моим ощущениям, мы словно в другую страну попали, а не район. Атмосфера совершенно не такая, как была у центральной станции Сеул, больше похожа на район Шибуя или Хараджуку в Японии. Этот район чем-то похож на Токио, район Хараджуку в Токио, где тоже много разных модных магазинов, но здесь как будто больше хаоса. Но, кстати, мне нравится, на удивление, хоть я люблю порядок в Японии. Мы все хотим найти вкусную еду, но слишком много по пути прикольных магазинов с косметикой и одеждой, которые не дают нам дойти до еды. За быстрым ланчем мы решили забежать вот в такое место, но ни я, ни Соме не читаем на корейском языке, поэтому что нам принесут, будет для нас сюрпризом. Это очень острый осьминог. Нормально, сойдет для обеда легкого. Наш отель на сегодня – это японский отель, японская сеть. Очень дешевый, при этом качественный. Советую. Похож на типичный отель в Японии. Вдвоем сегодня будем с Соми-чан ночевать. Макура пати декирёни. 30歳で子持ちで最高じゃない30歳でНу, вполне себе нормально. Дзен-дзен広くていいよね. Вдвоем можно. И поскольку это японский отель, здесь, конечно же, туалет с кнопочками. Скорее всего, японский умывальник и даже ванна довольно просторная. Ну так, нормально, хватит. Самое приятное, что здесь много разных таких амenities, которых обычно даже в Японии не встретишь. Например, вот это для смытия макияжа. Хорошая вещь. Лосьоны. Все, что нужно девочкам, тем более в Корее. Район Мёндан оказался отличной базой для исследования города с удобной станцией метро и автобусными остановками. Здесь много брендовых магазинов, ресторанов, сувенирных лавок и магазинов с косметикой. Кстати, о косметике. Эта реклама с мужскими моделями меня немного удивила. В Японии мужчины редко пользуются декоративной косметикой. Что насчет корейцев? Жду комментариев от местных. Ближе к вечеру начинают вывозить палатки с уличной едой, известные как Мёндан Night Market. Очень похоже на японские тайяки, рыбки, но приготовление система другая. И посмотрим, вкус отличается или нет. Как любитель тайяки, я готова есть тайяки и в Японии, и в Корее, где угодно. Очень похоже на вайб японских летних фестивалей, но здесь этот рынок вроде как каждый день. На вкус не похоже на японские тайяки совершенно. Здесь много лавок с небольшими закусками и сладостями, но мы решили поехать на другой рынок, где можно именно поужинать.
Мы приехали на вот такой вот рынок, где можно будет покушать традиционную, наверное, корейскую еду. И пайрю, здесь очень много осьминогов. О боже мой, здесь живые осьминоги. В Корее их едят живыми, кстати, не в Японии. О, но я такое пробовать не буду. Я да. Кавайсо. Кавайсо сигирю. Ойшисо. И очень приятно, что многие говорят на японском языке. Я волновалась, на каком языке я буду говорить в Корее, оказывается, на японском. Ойшисо. Таких рынков в Японии мало, конечно. Ва! Это все кимчи. Много видов. На этом рынке можно купить разные приправы, соленья и готовую еду с собой или прямо за прилавком поужинать, что мы и решили сделать. Мы пришли во второе место доедать. И здесь не так уж и много людей, но эти пельмешки смотрятся невероятно. И нам уже принесли нашу кимчи. Вот эта лапша привлекла мое внимание, смотрится очень аппетитно. И мы заказали с ней вот такой вот супчик. Это популярное среди туристов место, но это не делает его менее колоритным. Бабули приветливые, стулья с подогревом, еда дешевая и вкусная. В общем, мы довольны. Совсем не холодно. Я ожидала, что будет намного холоднее, чем в Фукуоке, где-то минус 10 не показывало. Но такое ощущение, что здесь теплее, поскольку нету ветра и море далеко. Доброе утро! Сегодня наш второй день в Сеуле. Мы очень хорошо выспались, на удивление, и будем продолжать сегодня исследовать этот город. На улице, конечно, погода не совсем к этому располагающая. Ребята, смотрите, на улице идет снег. 韓国の化粧品さすが。キラキラキラキラ冷たいでしょって。Первым делом мы идем на завтрак поесть корейскую кашу рисовую. Место, которое мы вчера нашли. Здесь есть много разных видов рисовой каши. То, что нужно на завтрак. Это место очень популярно среди японцев, потому что в Японии тоже любят есть соленую рисовую кашу на завтрак. Но у корейской больше разных вариаций, как мне показалось. Даже есть с морским ушком, это такой моллюск. Мы заказали рисовую кашу с курицей, к которой шли разные острые закуски, а также суп на говяжьих костях с лапшой. По составу блюда похожи на японские, но приправы совершенно другие. Больше пряностей, остроты и ароматности. На второй день из-за сильного снега мы решили передвигаться на автобусе. И первое, что бросилось в глаза, это насколько грязные окна. В Японии такого я не видела. Моя теория, что это пыльные бури из Китая так влияют, как думаете? После завтрака мы пошли на очередной рынок, который находится в другой части города. Посмотрим, что здесь можно найти. На этом рынке очень много одежды. Конечно, все очень дешевое. Буквально несколько долларов за вещь. В Японии таких рынков я ни разу не видела, именно такого огромного размера. Мы, конечно, все-таки замерзли гулять, поэтому решили перекусить, выпить чая вот в таком вот милом месте. Вот такое кафе посреди рынка, где продаются чаи с разными специями. Смотрится хорошо.
Я без понятия, что это. Кто живет в Корее, объясните, пожалуйста, в комментариях, что мы заказали. Все начиналось очень хорошо, но напомню, что ни я, ни Сома не читаем на корейском, и мы заказывали наугад. 唐辛子何これで、私の方は飲んでほしい。やばいから。Как нам потом объяснили наши корейские знакомые, это какой-то очень полезный для похудения чай, но невероятно горький на вкус, его невозможно было допить. У Сомы на соевом молоке, поэтому он не настолько горький и больше похож на манную кашу. Если увидите это в Корее, не советую. Мы дошли до района, где много таких традиционных домиков корейских переделано в кафешки. Я такое люблю. Очень милое место. Я даже не ожидала, что эта эрия будет такая большая. Много разных и кафе, и магазинов. Все реально хорошо сделано. Детали милые. Здесь обязательно нужно пофоткаться. Но для этого нужно выглядеть нормально, а не так, как мы сейчас. Сейчас мы закутанные полностью в одежду, не пофоткаться. На этой улице большая концентрация таких переделанных традиционных домиков ханок с кафешками и магазинами, поэтому как туристу тут можно провести хоть весь день, рассматривая каждую деталь. В особенности нас привлекла вот эта булочная, из которой не только аппетитно пахло, но и были вот такие интересные декорации в виде высаженной вокруг здания пшеницы и большие панорамные окна. Оказалось, что эта булочная специализируется на мелон-пан, популярных в Японии тоже дынных булочках, в которых нет ни грамма дыни, просто они похожи на дыню. Но такие вариации вкусов я вижу впервые. Мы попробовали булочки со вкусом черного чая, а также соленого крема, и это было невероятно вкусно. Я готова только ради них в Сеул и вернуться. Это мой первый раз в Корее, поэтому у меня есть одно место, которое я хотела посетить. Это тоже традиционный район, но менее известный, чем тот, где мы только что были, возле вот такой вот стены. И о нем я слышала от моих знакомых, кто живет здесь. Вроде как он еще не настолько популярен среди туристов, но я не знаю точно. Поправьте меня, кто живет в Корее. Мне кажется, здесь должно быть очень прикольно посидеть, выпить кофе. Вот такая вот стена. И вдоль нее разные кафешки. Очень холодно. Зайдем сюда за кофе. Это стена вокруг храма, вдоль которой много маленьких кафе с террасами, где должно быть приятно провести время в теплую погоду. Но у снежного дня тоже есть свой шарм. На первом этаже можно купить кофе и подняться на второй этаж. Какая прелесть! Как же я люблю такие места! И никого нет совершенно.
Здесь более молодежный район, где много студентов и дешевые одежды. Что-то вроде Хараджуку в Японии, только еще дешевле. Этот район точно понравится любителям шопинга и трендов. Сюда можно приезжать с пустым чемоданом и закупаться нужной одеждой уже на месте. Корейская и японская мода значительно отличаются. В Японии любят простые силуэты и оверсайз. Здесь же была смесь разных деталей, материалов, обтягивающий верх и широкий низ. А также тренды, которые в Японии я не видела, например, вот такие юбки-повязки, которые завязывают сверху на штаны. Такого в Японии я еще не видела. Интересно. Юбочки. Бесконечно много разных мелочей. Носки, рюкзаки, шапки. Все сделано, конечно, в Китае, но очень дешево. Таких цен в Японии нет, даже за китайские вещи. Единственное, что в Японии почти вся одежда мне подходит по длине, потому что японцы довольно низкого роста. Средний рост японок 158 сантиметров, как раз у меня. А в Корее, видимо, повыше, потому что джинсы мне все вот такие. Мы можем целый день, наверное, ходить по магазинам в этом районе. Теперь вы, наверное, поняли, почему я приехала без Изуми, а вместе с Соми-чан. Он бы, наверное, сошел с ума. Я себя чувствую бабушкой. Вот такое сейчас модно. Как вам? Все же мы промерзлись, поэтому на ужин мы пришли пробовать корейское набе. Вот такой вот остренький супчик с разными морепродуктами и мясом. В Японии тоже набе, вот такие вот супы очень популярны, особенно в зимний сезон, но они совершенно не так выглядят. В них, наверное, даже не так много начинки. Это смотрится довольно остро. Это блюдо из мяса, креветок и осьминога с острой пастой, которую мы будем готовить прямо на столе. Смотрите, какие милые фартушки дают, как у бабушки на кухне. Каваине. Если что, мы не знаем, что мы делаем. Наверное, нужно это перемешать. Если честно, я вначале боялась, что корейская кухня будет для меня слишком острой, в особенности по сравнению с японской кухней, где практически острые приправы не используются. Но все блюда, которые мы пробовали, были терпимо острые, на грани, когда оно острое, но еще вкусно острое, а не невозможно это есть. После того, как мы доели супчик, мы подсмотрели у соседей, что в конце можно заказать рис, который обжаривают в той же кастрюле с остатками супа, чтобы точно наесться. И это было очень вкусно, очень дешево, но много. Доброе утро! Сегодня наш третий и последний день в Сеуле, и сегодня мы решили провести в таком более традиционном районе. Погуляем, посмотрим на корейскую традиционную архитектуру и также, конечно же, поедим много вкусной еды, потому что это наша главная задача для этой поездки. Очень красивое, сохраненное традиционное корейское здание. Все же чем-то похоже на японскую традиционную архитектуру, но крыша совершенно не такая, детали другие. Поэтому те, кто не особо обращает внимание на разницу, возможно, бы не сказал, Корея — это Япония или другая азиатская страна, но для меня отличия вполне себе существенны и понятны. Красиво, мне нравится. Здесь, я так поняла, проводят разные мастер-классы, что-то вроде культурного центра. Кавайене, коко. なんかこういうさ、身長ちっちゃいから可愛いよ。確かに。日本だとさ、こういうとこにさ、家紋が入るよ。ね。なんか似てるようで似てないよね。屋根の作り方も違うし。Вот такой вот квартал.
Здесь очень мило, и у нас сегодня, к сожалению, время только до 12 дня, поэтому мы приехали сюда вот в 9 утра погулять. И здесь очень много разных кафешек, булочных, которые как раз работают примерно с 8 или 9 утра. Так что сейчас мы позавтракаем, погуляем и будем отправляться назад в Японию. Посмотрите, какая прелесть. Это традиционное здание, которое реставрировали, по-моему, и здесь вот так вот выставлены экспонаты косметики. Сегодня у нас будет не традиционный корейский завтрак, а более такой вот милый в булочной под названием Дотори Гарден. Чем-то похоже на стиль Гибли студии, все такое милое. Есть разные йогурты, булочки, так что идемте внутрь. Это кафе нашла Соми-чан, и, наверное, это неудивительно. Здесь почти все клиенты были молодые японские девочки. Походу, оно очень популярно в Японии, поскольку японцы обожают такую вот тематику, похожую на студию Гибли, Тоторо и так далее. Здесь даже есть вот такая вот терраса. Это типичное место, куда, видимо, идут все туристы, как и мы. Но у нас сегодня реально нет времени исследовать что-то совершенно неизвестное. Но даже такие вот туристические места для нас самое то. Особенно для меня, учитывая, что я впервые в Корее. Я могу ошибаться, но, по-моему, это тоже чьи-то дома. Поэтому здесь нужно вести себя тихо, чтобы не быть теми самыми надоедливыми туристами. Как же пахнет! В этом районе много хорошо сохраненных традиционных зданий вперемешку с жилыми домами и переделанными в кафе и магазины Ханок. Теперь я понимаю, почему некоторые японцы летают в Корею 3-4 раза в год. За 3 дня мы успели посмотреть только несколько районов Сеула, так что это не последняя наша поездка. Надеюсь, что вам было интересно это видео, а какие отличия Кореи и Японии вы заметили. Жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр, всем пока!